Это видео для тех, кто смотрит на идеальные скетчбуки и не понимает, как у других художников это получается, а также для тех, кто выгорел и вообще не ведет скетчбук уже очень давно. Я уже рассказывала о пользе вести скетчбук без ожиданий здесь. Если не видели, посмотрите, как все начиналось. Это видео можно считать продолжением. Я буду листать свой второй скетчбук, и вы увидите прогресс, который произошел. Надеюсь, это заметно. Начинала я его тонкой гелевой ручкой, как и первый, но потом поняла, что этот материал не подходит для грубых крафтовых страниц. Я взяла шариковую ручку. Потом произошел тест различных акриловых маркеров, и тут скетчбук уже явно пошел веселей. Самое главное, я разрисовалась. Мы недооцениваем этот момент. Думаем, раз мы художники, мы должны сесть и сразу выдать идеальную картинку. Иногда нужно сделать пару простых упражнений или просто поштриховать на листе в разные стороны, особенно если вы давно не рисовали. Я вела скетчбук не каждый день, но благодаря тому, что я не ставила никаких рамок на то, что мне нужно рисовать, рука сама тянулась к скетчбуку, чего не было уже очень-очень давно, и я начала заполнять по 3-4 страницы в день. Скетчбук немного развалился, потому что с раскрытием у него проблемы. Я зажимала его вот так, и он не выдержал. Одно из основных правил – это рисовать скетчбук, который вам будет не жалко. Поверьте, это помогает. Также не забываем, что рисуем мы неисправляемым материалом. Многих демотивируют идеальные развороты скетчбука у других художников. Они делают это так легко, а у тебя никак не выходит. Кажется, я разгадала секрет. Последний скетчбук, который я вела аккуратно по всем правилам, навязанным нам эстетикой идеальных скетчбуков, был давным-давно. После него я совсем перестала делать скетчи. Зачем, если они не выглядят так же красиво, как в интернете? Почти никто не показывает нам свои неудачные страницы, а они, конечно, есть у всех. Так вот, весь секрет в том, чтобы начать вести скетчбук, не заморачиваясь на идеальности и красивости скетчей и разворотов, тем более если вы выгорели или демотивированы. Также важно рисовать все подряд. Даже если ваша тема – это томные девушки, жуткие монстры или гиперреалистичные роботы, рисуйте что-то несерьезное, а еще лучше стилизованное. Вы спросите, зачем мне рисовать каких-то колобков с глазками-пуговками, если у меня сложный ракурс гиперреалистичного человека не получается? Как мне это поможет? Все очень просто. Вам нужно снова почувствовать эту эмоцию легкости от процесса рисования. Раз, два, три, и уже весь лист в мультяшных монстриках. Все, что вам нужно сейчас, это убедить свой мозг, что рисовать это быстро и весело, и дальше уже начнете переходить к более сложным вещам, а после этого и к своей теме. Но не форсируйте события. Я просто открываю Pinterest и рисую все, что мне кажется интересным с главной страницы. Вы можете перерисовывать и других художников, мы же делаем этот скетчбук не для показа, а для себя. Превратите этот процесс в легкое занятие и не думайте над идеальностью ваших скетчей. Мне потребовалось изрисовать один скетчбук откровенно мусорных рисунков, чтобы возродить желание снова вести скетчбук. И да, кто-то может сказать, что это неплохие скетчи, но у каждого свой уровень нормы, и для меня эти скетчи далеки от идеала. Сейчас я завершила второй и уже начинаю третий скетчбук по такому же принципу. Мне даже интересно, какие рисунки будут там ближе к концу скетчбука. В своем телеграме я показывала процесс по второму скетчбуку и буду показывать по третьему. Там же я пишу посты о композиции, кому интересно, ссылка в описании. Искренне вам советую попробовать такой формат скетчбука, я уже вижу, как он мне помогает. Да, процесс не быстрый, но это движение, а любое, даже самое незначительное движение лучше, чем полная неподвижность.